Всем привет! Сегодня хочу показать пирожное картошка, как я буду делать из бисквитного коржа. Для этого мне надо будет 6 яиц, стакан сахара, я беру 200 грамм, 1 стакан муки, сода гашеная будет уксусом, ванильный сахар, соль, 3 столовые ложки какао. Для крема я возьму 400 грамм сгущенки, 200 грамм сливочного масла и грамм 100 орехов. Беру сначала яйца, вбиваю в миску, потом сахар сюда, ванильный сахар, и ставлю сейчас взбивать. Буду взбивать, наверное, минут 5. Ребята, у меня взбивалось эти яйца где-то 7 минут, но у меня кухонный комбайн. У вас если миксер, то, наверное, минут 10. Масса увеличилась где-то в 5 раз. Теперь я сюда просеиваю муку. Сюда еще добавила вот ложки 3 какао сюда и размешиваю. Сюда сейчас же буду вводить соду тоже. И вот такими движениями вверх-вниз аккуратно надо размешивать. Я ввела сюда уже муку, какао, так вот размешала это тесто. Получается вот оно такое. Немножко присела. Ну ничего страшного, сейчас буду выливать на противень. Противень застелила пергаментом. Сейчас вот так выливаю. И в духовку 180 градусов. И посмотрим, сколько по времени. Ну, минут 20, может. Я скажу точно. А может и 15. Испекся бисквитный корж. Он пекся у меня 15 минут. Проверяем шпажкой готовность. Если она сухая, значит он готов. Все, даю ему остыть. И потом буду его дробить на мелкую крошечку. Можно через терку, а можно в блендере сделать так. Мелкую крошечку. Все, он готов. Крем сливочное масло комнатной температуры. Добавляю сюда сгущенку. И размешиваю венчиком. Размешала здесь масло и сгущенку. Вот так вот. Теперь сейчас буду сюда добавлять бисквитную крошечку. По чуть-чуть. Вот она у меня, бисквитная крошка. Перетерла. И сейчас буду сюда понемногу вводить. В этот крем я еще добавила ванильный сахар для аромата. Теперь крошечку сюда. И по чуть-чуть ввожу ее. И размешиваю вот так вот. Чтобы сильно не забивать ее, тоже нужно, чтобы она была все-таки воздушная немного масса. Еще добавляю орехи. Их уже просушила и дробила ножом. Грецкие орехи можно добавлять, можно не добавлять, кому как нравится. И опять все это вымешиваю. Вот такое вот получилось у меня замесико такое. Вот оно мягенькое, воздушное, не забитое, вот мягенькое, воздушное. Сейчас буду делать с него шарики. И вот оставила еще крошечку, чтобы обмакивать туда пироженку, картошечку. Так, беру шарик. Приготовила формочки эти бумажные. Сейчас вот такой вот шарик беру, делаю. Посмотрите. Руками беру, да. Теперь в эту крошку обмакиваю. И в формочку. Вот. Сейчас вот сюда формочку поставила. Сейчас с остальными так сделаю. Покажу дальше. Вот сколько у меня получилось пироженов. Картошечки, посмотрите. Сейчас я поставлю это в холодильник. Оно у меня часик постоит. Оно очень вкусное получается, это пирожное. Картошечка с орешком. Можно без орешка. У меня очень сильно любит ребенок это пирожное. Сейчас хочу его разрезать вам. В разрезе просто показать. Хотя она еще не постояла, она еще мягенькая. Крошечка у меня еще там осталась, не беда. Это поставить можно в холодильник. Следующее можно сделать. Вот посмотрите, видите, внутри какого. Вот сейчас я поставлю в холодильник, она постоит и станет крепкая. Посмотрите. Готовьте с любовью для себя и своих близких.
Всем пока. Я готовлю для своих близких с любовью.